Высокомерный полицейский по имени Джексон Прайс дежурил на окраине города. Он любил показывать власть, особенно над теми, кто казался ему беззащитным. Увидев, как по трассе пронесся черный внедорожник, он включил сирену и перегородил дорогу. Машина остановилась, и за рулем он увидел молодую женщину с холодным взглядом Эмма Сигал. Джексон сразу почувствовал превосходство. Не потрудившись проверить документы, он начал выискивать повод для обвинений. То фары якобы не горят, то ремень не застегнут. Эмма спокойно протянула права и страховку, но он даже не взглянул, продолжая на повышенных тонах перечислять нарушения. Когда она попыталась достать телефон из сумки, чтобы позвонить отцу, Джексон раздраженно схватил ее за руку. В его движении было не только грубое принуждение, но и желание унизить. Затем он шлепнул ее по щеке, велев вести себя прилично. Он не знал, что ее отец, Стивен Сигал, легенда боевых искусств, актер и человек, которого опасались даже те, кто привык ничего не бояться. Эмма молча набрала номер. Джексон ухмыльнулся, думая, что девушка звонит парню или подруге, но через 15 минут к обочине плавно подъехал массивный черный джип. Из него вышел высокий мужчина в темных очках и длинной кожаной куртке. Шаги его были медленными, но каждое движение словно давило на воздух вокруг. Стивен Сигал подошел к дочери, коснулся ее лица, увидел красный след и обернулся к Джексону. Взгляд Сигала был холодным и прямым, словно рентген. Джексон попытался объясниться, но слова превратились в бессвязный поток. Сигал шагнул ближе, сказал несколько тихих, почти шепотом, фраз. Никто вокруг не услышал их, но выражение лица полицейского изменилось, в нем появилось что-то, похожее на страх. В тот же вечер Джексон был вызван в управление. По результатам проверки его отстранили, а через неделю лишили формы и значка. В городе еще долго шептались о том, как полицейский Прайс допустил роковую ошибку, поднял руку на дочь Стивена Сигала. С тех пор Джексон избегал даже намека на грубость, но след той встречи остался с ним навсегда. Он понял, что есть люди, которых трогать нельзя. Особенно, если за их спиной стоит Стивен Сигал. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.